Сегодня наш выпуск целиком посвящен одному обращению. В тот день, когда глава государства обратился к нации с этой речью, началась страшная война. Она продлилась долгих 4 года и обошлась нашей стране очень дорого. Принесла много горя, страданий и смертей. Ночь переходит в раннее утро. Войска развернуты и выдвинуты на исходные рубежи. Это последние минуты перед началом войны. Офицеры с листа зачитывают личному составу обращение Верховного Главнокомандующего, в котором изложены предпосылки, причины и цели вторжения. Общий смысл таков. Мы не начинаем войну, а предотвращаем ее. Обеспечиваем свою безопасность и безопасность союзников. Наши действия носят сугубо превентивный характер, ведь на нас готовится нападение. Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на Дальнем Севере и в Румынии. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова вторглись на территорию Рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и еврейских властителей большевистского центра в Москве. Да, мы буквально сравнили обращение Гитлера по поводу нападения на Советский Союз с официальной риторикой Владимира Путина, включая и его обращение от 24 февраля 22 года. И были потрясены, насколько они похожи, вплоть до деталей и интонаций. Насчет озвученной цитаты Гитлера напомню. За считанные дни до начала российско-украинской войны тоже активно муссировалась история про некое украинское подразделение, которое вторглось в Ростовскую область. 22 июня 1941 года вся гитлеровская армия и весь немецкий народ ознакомились с исповедью фюрера. Долгих 8 лет, с 1933 по 1941, он пытался образумить руководство СССР. Дескать, ради мира Адольф Гитлер шел на уступку за уступкой. Но все было тщетно. Его миротворческие усилия никто не оценил. Все им только пользовались. В этой речи фюрера постоянно проскальзывали фразы, наполненные нарочитым чувством обиды. Вот 4 примера. Я молчал обо всем этом, потому что должен был молчать, потому что моим главным желанием было достичь окончательной разрядки и, если возможно, длительного баланса интересов. Я согласился на новое русское требование, но это было лишь началом непрерывной череды все новых и новых вымогательств. Я верил до последнего часа, что послужу делу мира в регионе, даже если приму на себя тяжелые обязательства. Я занял позицию, которую только и мог занять как ответственный вождь Германского рейха и как сознающий свою ответственность представитель европейской культуры и цивилизации. Результатом стало усиление советской деятельности, направленной против рейха. Сравним эти фразы с риторикой Владимира Путина, с его словесными оборотами и интонациями. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наше предложение мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. В июньском обращении Адольф Гитлер говорил не об одной лишь политике, он затрагивал тему духовных ценностей. По его словам, советские власти уже много лет представляли не только военную угрозу. Они также насаждали другим странам чуждые тем ценности. Фюрер отдельно подчеркнул, Германия не испытывает неприязни к советским гражданам как таковым. Все дело в евреях и большевиках, которые захватили власть в Москве. Не случайно после 22 июня 1941 года нацистская пропаганда станет эксплуатировать тему освобождения русских от преступного режима. Никогда немецкий народ не испытывал враждебных чувств к народам России. На протяжении 2 последних десятилетий еврейско-большевистские правители Москвы старались поджечь не только Германию, но и всю Европу. Не Германия пыталась перенести свое мировоззрение в Россию, а еврейско-большевистские правители в Москве неуклонно предпринимали попытки навязать нашему и другим европейским народам свое господство, притом не только духовное. Тема насаждения какого-то неправильного мировоззрения – одна из центральных в путинской риторике.
Дескать, нам угрожают как военной, так и духовной интервенцией. Да, собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Еще больше, чем евреям и большевикам, в обращении Гитлера досталось англосаксам. Цитаты, которые мы озвучили ранее, они из середины и конца гитлеровской речи. А вся первая часть посвящена Англии и ее многолетним злодеяниям против Германии, а также против Японии и Италии. С такой же горечью, с какой Гитлер говорил про Японию, Италию и даже Нидерланды, которые он сам же и оккупировал, с такой же тоской в голосе рассуждал Путин о Ближнем Востоке и не только. Гитлер припомнил англичанам аж стародавние войны с Испанией, будто они каким-то образом оправдывают нападение на Советский Союз. А Путин вспоминал, как четверть века тому назад американцы бомбили Белград. И это почему-то было обоснованием для нападения на Украину. Сперва, без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. Нелегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государств. Это важная часть гитлеровской риторики. Ему обидно не только за свою страну, но и за другие государства. За Югославию, например, Ирак и Ливию. Ой, то есть это за Югославию, Финляндию и Румынию. В Югославии, например, англосаксы и большевики устроили антиконституционный Майдан, государственный переворот, установив там германофобский режим. И тем самым вынудили Германию вторгнуться в эту страну. Пока я предпринимал последнюю попытку умиротворения Балкан, Англия и Советская Россия совместно организовали путч и за одну ночь устранили тогдашнее правительство, готовое к взаимопониманию. Сегодня об этом можно рассказать немецкому народу. Антигерманский государственный переворот произошел не только под английскими, но и под советскими знаменами. Поскольку мы промолчали об этом, советское руководство сделало следующий шаг. Оно не только организовало путч, но и несколько дней спустя заключило со своими новыми ставниками договор о дружбе. Согласно Путину, западные страны в 2014-м совершили антироссийский государственный переворот в Украине. Кто бы ни возглавлял Украину после 14-го, это, мол, ставленники Запада. Об этом Путин много говорил за 3 дня до войны в своем обращении от 21 февраля. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла $1 миллион в день. Дополнительные весьма крупные суммы в наглую переводились прямо на банковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках миллионов долларов. Что бы ни происходило в Европе с начала века, во всем Адольф Гитлер видит антигерманский заговор англосаксов, иудо-большевиков и иногда еще французов. Дескать, их общая задача – ограничивать Германию в развитии. В подтверждение этой концепции фюрер неоднократно приводит всевозможные цитаты. Например, мол, некий французский политик заявил, что в Германии 20 миллионов лишних людей. Их нужно устранить с помощью голода, болезней и иммиграции. Гитлер не назвал ни имени, ни должности этого политика. В действительности что-то подобное брякнул в 1919 году премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Он умер в 29-м. Но в риторике Гитлера цитата давно умершего французского премьера превратилась в оправдание нападения на СССР в июне 41-го. Другое оправдание – слова Уинстона Черчилля. Дескать, в 1936 году он сказал, что Германия снова становится слишком сильной, и поэтому ее нужно уничтожить. Для кого-то Россия слишком велика. Ну, действительно, потенциал колоссальный. Территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживает, а то и за триллион, за миллиард уже заходит. Вот. Но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеивается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране.
Ну, странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Англия в представлении Гитлера – сила, которая мешала Германии вставать с колен после 18 года. Англосаксы обманывали немцев, когда заявляли, что их противником в Первой мировой являлся лишь кайзеровский режим. Нет, англичане, мол, против любой Германии, хоть кайзеровской, хоть демократической, хоть нацистской. Новый подъем нашего народа из нужды, нищеты и позорного неуважения к нему проходил под знаком чисто внутреннего воздержания. Англию, в частности, это никак не затрагивало и ничего ей не угрожало. Несмотря на это, моментально возобновилась вдохновляемая ненавистью политика окружения Германии. Изнутри и извне плелся известный нам заговор с единственной целью помешать созданию нового государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты. Согласно Владимиру Путину, поспособствовав развалу Советского Союза, Запад не успокоился. Его не устраивала ни максимально открытая миру ельцинская Россия, ни та Россия, которая строилась после 2000 года. Что касается нашей страны, то после развала СССР, при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами и в условиях фактически одностороннего разоружения, нас тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно. Англия, по словам Гитлера, осуществляла широкомасштабную германофобскую пропаганду. Говорила о мнимой немецкой угрозе, чтобы навязать другим странам свои гарантии безопасности и настроить их против немцев. Систематическая кампания лжи, которая была организована с этой целью, была направлена на то, чтобы убедить другие народы, будто над ними нависла угроза, поймать их сначала в ловушку английских гарантий и обещаний поддержки, а потом заставить их воевать против Германии. Те, кто претендует на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, без всяких на то оснований, объявляют нас, Россию, своим врагом, они действительно располагают сегодня большими финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Всякому, кто читал речь Гитлера, нужно было преодолеть настоящие риторические дебри, чтобы только к середине обращения добраться, наконец, до претензий непосредственно к Советскому Союзу. Одна из основных такая: СССР не соблюдает Минские соглашения, пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе и границе. В то время как Германия войной 1940 года в соответствии с договором о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценить только как умышленную угрозу Германии. Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта. Не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг. Адольф Гитлер четко обозначил, он считает себя обязанным заботиться об этнических немцах не только в Германии, но и за ее пределами. Поэтому он возмущен тем, как были исполнены соглашения с Советским Союзом. Фюрер заявил, жертвами враждебной и недобросовестной политики Москвы стали немцы, живущие в Польше и странах Балтии. Слова о наших людях в Польше и Балтии – одна из самых эмоционально заряженных частей обращения. Последствия договора, которого я сам хотел и который заключил в интересах немецкого народа, были особенно тяжелыми для немцев, живших в затронутых им странах. Более полумиллиона наших соплеменников были вынуждены покинуть свою бывшую родину, спасаясь от нового режима, который грозил им полным истреблением. А тысячи немцев исчезли. Невозможно узнать что-либо об их судьбе или хотя бы местонахождении. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар. Геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами. Далее Гитлер заявил, что, мол, в свое время он получал настойчивые просьбы ввести войска в Литву, но не сделал этого, потому что, дескать, надеялся избежать войны с Советским Союзом.
Однако надежды были тщетными, ведь ужасных московских иудо-большевиков вовсю подстрекали англосаксы. В Лондоне решили направить послом в Москву мистера Крипса. Он получил четкое задание при любых обстоятельствах восстановить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их в английских интересах. Англию и Советский Союз, как вместе, так и по отдельности, Адольф Гитлер обвинял в вероломном вмешательстве в балканские дела. Дескать, Лондон и Москва выступали там против германских интересов и делали все, чтобы война затянулась. О том, что сама же Германия и пришла на Балканы с войной, Гитлер тактично умолчал. Мирная немецкая армия как-то так оказалась сугубо гуманитарными целями там. А вот в кровопролитии виноваты Англия и СССР. Германский рейх с 1933 года с бесконечным терпением старался сделать государства Юго-Восточной Европы своими торговыми партнерами. Поэтому мы были больше всех заинтересованы в их внутренней государственной консолидации и сохранении в них порядка. Гитлер обвинял англосаксов с иудо-большевиками также в организации оранжевых революций. И не только в Югославии, о которой мы уже говорили, но и в других местах. Был начат подкоп под новое румынское государство. Усилились и попытки с помощью пропаганды свергнуть болгарское правительство. И везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны. Далее Гитлер описывает что-то вроде советской гибридной войны против Германии. С помощью запутавшихся, незрелых людей из румынского легиона удалось инсценировать государственный переворот, целью которого было свергнуть главу государства генерала Антонеску, вергнуть страну в хаос. Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на угрожающе близкое к германской границе расстояние. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Характерно, ни разу за всю свою пространную речь Адольф Гитлер не говорит, что начинает против Советского Союза войну. Он как будто специально избегает этого слова. Лишь в самом конце он использует словесную конструкцию «выступление войск». И прям сразу же после этого словосочетания снова говорит про оборону. Именно оборонительной риторикой заканчивается это длинное обращение. Немецкие дивизии защищают финскую землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты соединения немецкого Восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства Антонеску. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз. В самой последней фразе обращения Гитлер призвал себе в союзники Господа Бога. В это время германская авиация уже летела бомбить Киев. Так началась война, которая продолжалась 4 года. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан, 2/3 из которых были мирными людьми. Гитлеровские эти освободители уничтожили на территории Советского Союза более 1700 городов, сожгли 70 тысяч деревень. Часть из них вместе с жителями. Самой Германии эта война никакого счастья не принесла. Гитлер распинался, мол, враги убили тысячи наших людей, но сам уложил в землю 10 миллионов немцев. На этом этапе зритель, собственно, может задаться справедливым вопросом. Почему же речи Гитлера и Путина так похожи? Как так получилось, что правители двух очень разных стран в очень разное время сказали примерно одно и то же, собираясь напасть на соседа? Между Германией 40-х и Россией 20-х следующего века нет ни одного сходства.
идеологизированный режим в стране с большим молодежным навесом на фоне изменений общества после промышленной революции и стареющая неидеологичная автократия в информационном веке, народный революционный трибун, который словом поднимал народные массы, и серый КГБшник, которому власть вручила начальство. Ничего, казалось бы, нет общего ни между странами, ни между правителями. Но оказалось, что когда нужно объяснить ни зачем не нужное нападение на соседа, начало бессмысленной и опасной для страны войны, даже такие непохожие правители становятся очень похожими. Когда реальных причин для твоего действия нет, твои оправдания будут максимально пространны, неконкретны и непроверяемы. Вместо фактов ты будешь сыпать историческими лекциями и обвинениями, которые нельзя проверить. Путин и Гитлер ни в чем не похожи, кроме одного. Оба втянули свои страны в безумные и бессмысленные войны. У обоих не было никаких причин эти войны начинать. И сходство в этом породило поразительное сходство в их речах. До завтра. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате огромные жертвы, разрушения,